Приготовлю вкусный шашлык по необычному рецепту. И как всегда, любой шашлык начинается с нарезки мяса. Особенности сегодняшнего рецепта позволяют не скромничать, поэтому куски можно делать особого, нестандартного размера, то есть покрупнее. Просто красота. Далее лук. Для этого маринада его понадобится достаточное количество. Минимум половину от веса мяса. Немного соли на лук. Сразу его пожать, чтобы он начал отдавать сок. Список ингредиентов, как всегда, оставлю в описании под видео. Теперь на мясо. Из специй кориандр, базилик и черный перец. И все тщательно перемешиваем, чтобы равномерно распределить специи и соль. Аромат какой стоит, братцы. Пахнет просто божественно. Далее на очереди минеральная вода. Буквально миллилитров 150-200. И в завершении, как говорится, вишенка на торте. Это основной ингредиент в сегодняшнем рецепте. Мне понадобится всего 3 кусочка ароматного ржаного хлеба. Берем только мякиш. Он нам нужен для того, чтобы запустить процесс ферментации. В закваске ржаного хлеба присутствуют молочно-кислые бактерии. Именно они-то нам и нужны. Благодаря процессу ферментации шашлык получится невероятно нежным. Этот рецепт маринования идеально подойдет для говядины и баранины. Мякиш надо как следует разлохматить и затем тщательно все перемешать. Для всех, кто волнуется, хочу сразу отметить, что никакого запаха ржаного хлеба в маринаде вот от мяса абсолютно не ощущается. Приятный аромат маринованного мяса. Мариноваться такой шашлык должен не менее 12 часов, а лучше его оставить в прохладном месте на сутки. И только после этого приступать к процессу приготовления, что я, собственно, и сделал. Пока горит костер, можно заняться гарниром. Нарезаю дольками мытый картофель. После чего с обоих сторон обрабатываю маслом, солью и перцем. Отматываю немного фольги, беру веточку укропа. Лишнее, конечно же, отрезаю. Осталось только завернуть. Сделаю домашний майонез. Возьму 100 мл растительного масла, 1 яйцо, чайная ложка горчицы, пол чайной ложки соли, чайная ложка сахара и 3 чайных ложки сока лайма. Можно заменить на сок лимона. И все взбиваю погружным блендером. Получился вкусный домашний майонез, который отлично подходит для заправок, для приготовления маринадов, но особенно он идеален для обмазывания мяса птицы для дальнейшего запекания в духовке. Отправляю его в грибы и замариную их прям так в пакете. Грибы замаринованы, все готово. Осталось дождаться, пока догорят дровишки, и можно будет приступать. Мясо мариновалось сутки. Оно стало мягкое, нежное, как пух. То есть нанизывать на шампур очень легко. Маринад действенный, работает великолепно. Когда я мариную 12 часов и более, ну как в этот раз оставляю на сутки, я всегда специально делаю вот такие большие куски. Шашлык тогда получается сочный, восточный, но вообще четкий. Так, теперь грибочки. Братцы, картошку я буду ставить на первый сильный жар. Как вы видите, даже еще есть всполохи пламени, то есть огонек горит. Угли я сильно не разгребаю. Это именно то, что нам надо. Запекаем в фольге картошку 10 минут. Ну и переворачиваем каждые 5 минут. Все, пусть стоит, она сразу зашипела. Отлично.
Самый приятный момент, братцы, это дегустация. Вообще без комментариев. Ребят, нежно, сочно. Прожарилось все идеально. Ну и теперь сочный грибочек, братцы. Я не знаю, что тут говорить. Друзья, однозначно этот рецепт отправляется в копилку моих любимых рецептов. Получился ярко выраженный, насыщенный вкус шашлыка, ничем не забитого. То есть никакого аромата хлеба, вот этого ржаного, ничего нету. Идеально промариновавшийся, сочный, а главное нежный шашлык. Друзья, всем большое спасибо за лайки, за комментарии и за то, что делитесь моими видео с друзьями. Здоровья вам, мне, ну и нашим близким.